Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео сделаю маленький видеообзор набора плашек фирмы Интертул. У меня была советская еще плашка с леркой, которой нужно было сделать резьбу на трубе при замене полотенцесушителя. Я помучился час, у меня ничего не получилось, и вот я купил такой набор за 550 гривен. Набор запакован в такой красный кейс, очень удобный. В наборе есть 3 плашки размером полдюйма, 3/4 и 1 дюйм. Есть вот такая трещотка со стопорным кольцом, очень увесистая, литая. И такой рычаг разборной с удлинителем для накручивания резьбы на больших диаметрах. Итак, я пробую с помощью этого набора нарезать резьбу на металлической трубе диаметром полдюйма. Берем плашку диаметром полдюйма, здесь есть такое обозначение, и заводим ее в трещотку. Здесь есть стопорное кольцо, стараемся так, чтобы оно лежало по центру, и тогда оно легко наденется до фиксации. Вот оно зафиксировалось. Теперь берем рычаг, можно брать с удлинителем или без. Я беру с удлинителем для большего рычага. Он так скручивается хорошо. Накручиваем на головку. Эта кнопка рычаг служит для изменения направления движения плашки по часовой или против часовой стрелке. Сейчас в одном направлении. Если мы переводим в другое положение, она уже в другом крутится. Нам нужно по часовой стрелке. Перед тем, как нарезать новую резьбу на трубе плашкой, необходимо снять фаску по краю трубы и снять краску на длину резьбы. Слегка еще раз смазываем трубу. И начинаем нарезать резьбу. Одеваем плашку и начинаем. Меняем направление и откручиваем ее в другую сторону. В итоге получилась такая хорошая трубная резьба. Примеряем на нее будущий кран, чтобы хватило резьбы. Резьбы достаточно. Пробуем кран на резьбе. Есть небольшой люфт. В этом случае желательно применять здесь паклю для лучшего контакта. Для этого я использую паклю и специальную мастику, которая заменяет краску. Тонким слоем наматываем по часовой стрелке паклю на резьбу. Начинаем от начала резьбы и идем к ее концу. Лишнее отрываем. Промазываем резьбу мастикой. И прикручиваем кран. Вот кран на своем месте. 2 крана должны стоять в одну сторону. Вы были на канале Дело мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить полотенцесушитель. В этом нет ничего сложного, за исключением инструмента плашка, который нужен для нарезки резьбы. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.